Всем добрый день. А, Вы на канале психолога Натальи Кондратьевой. Добрый А, день. а, Если вы заметили, мы немножко переименовали канал. Такой, чтобы... Кстати, с какой целью, Наташа, мы переименовали канал? Слушай, ну, во-первых, мне кажется, вот то, что было ранее, это прям как-то, вот как-то, ну, оно такое, знаешь, обтекаемое название, непонятно конкретно, потому что подобных названий, ну, подобного формата очень-очень много. Вплоть до того, что есть даже коллега, оказывается, на Ютубе с моим именем и фамилией. Вот. А переименовали, чтобы было немножко более понятно, про что именно этот канал, на что именно я хочу сделать упор, про что именно видео будут. И мы с тобой немножко даже в описании дали разъяснение, что все-таки я работаю с какой-то с большей информационной матрицей, с неким информационным конгломератом, понимаешь, какой-то такой структурой, которая больше на самом деле, чем конкретный сегодняшний человек. То есть за каждым человеком, как это ни называй, я просто не люблю это глобально, знаешь, эзотерические какие-то термины, но действительно за ним существует, за ним стоит информационная история, которая так или иначе везде, ну, практически везде, правда, не всегда, но практически везде влияет на него практически каждая его жизнь. Ой, в смысле, каждый его день. А уж если мы Мгм. говорим о каких-то важных, действительно, каких-то таких знаковых событиях, то там очень часто прослеживается какой-то такой действительно уже ранее существующий информационный след, который и закладывает какие-то такие, ну, вот, какое-то такое направление событий или что-то его, или его определяет уже в чем-то. Да, Наталья очень подробно рассказала. Здесь, конечно, мы эм, с точки зрения психологии не только Наталья анализирует текущую текущей ситуации человека, но и мы заглядываем как бы более глубинно, чтобы понять первопричины и с ними уже их осознать и с ними уже работать. Потому Да, ну, что непосредственно, Мгм. конечно, если человеку, вот если он чувствует, что причина глубже, ты прям так его спрашиваешь, то, конечно, мы с этим работаем. Если он не чувствует, что причина глубже, что она где-то рядом, я не знаю, он прям помнит, как она формировалась и как она сложилась, его тело об этом помнит, то, собственно, можно и не лазить в какие-то, знаешь, информационные залежи. Да, я вот сейчас, кстати, хотел привести пример очень актуальный. Это вот как в медицине. Очень сложно найти хорошего терапевта, потому что на самом деле терапевт – это самая главная специальность, ну, по мне так, в медицине, потому что именно терапевт определяет, ставит диагноз. А сейчас у нас как раз вот не хватает хороших терапевтов и хороших психологов, которые могут правильно поставить диагноз и найти первопричину. Вот, собственно, канал как раз про это, про глубинные изыскания. И, ну, это такое некое отстранение. А сегодняшняя тема у нас безразличие. И Мгм. безразличие, и как оно изолирует, может, ну, то есть как оно влияет на нас, как оно может изолировать нас от мира, и вот какие могут быть последствия. Мгм. Слушай, ну, вот как раз непосредственно, знаешь, тема и родилась, по сути, как обратная связь на видео, которое я смотрела. Как так случайно оно просто выскользнуло. Ну, я одно такое подобное, более развернутое смотрела, а потом я смотрела обращение, в общем, краткая предыстория о том, что пропала известная спортсменка, девочка, ну, она уже взрослая, я так и не помню, сколько ей конкретно лет 18 или 20, она участвовала в соревнованиях, и пропала, будучи гуляя там по берегу, ну, какого-то моря или залива, и, собственно, пропала где-то на территории санатория, вышла и зашла, и больше ее никто не видел. Было несколько людей, которые видели, как она там гуляет, ну, как она там гуляет, а погода была достаточно такая не для гуляния, то есть пасмурная. Но никто не отреагировал. Собственно, девочка пропала. По-моему, она пропала уже полгода как. И мама ее, значит, записала обращение о том, что она, значит, а,
за какую-то любую информацию значит, о том, где дочь, что с ней случилось, там речь и шла о каком-то вознаграждении. Но речь, собственно, не про это, а речь про то, что когда я смотрела видео, я прям почувствовала, понимаешь, такой, ну вот не дать не взять, собственно, с чего, собственно, мы сегодня видео и начали, именно шлейф безразличия, который информационно тянется за ее родителями. Вот такой вот, знаешь, это что-то было похоже на то, что у них есть в их каком-то информационном загашнике истории, где они проявили очень большое безразличие, поскольку обладали достаточной властью или деньгами. И в результате их участия, а точнее неучастия, а, я так думаю, что погибло очень много именно детей. Ну вот такая, знаешь, история, она прям всплыла, и вот ты так захотелось этим поделиться, потому что иногда, мне кажется, человек впадает в какую-то такую ситуацию, ему кажется, что мир нелогичен, что он жесток, и что вообще непонятно, что происходит. И, конечно, если мы говорим о сегодняшних родителях, их безгранично жалко, потому что они, ну, ничего более не знают, кроме жалости, сочувствия и сожаления, потому что, ну, действительно, они любящие родители, они любят своего ребенка. Вот, ну, вот я к вопросу о логичности мира, понимаешь? Мы все, на самом деле, так или иначе проживаем последствия собственных решений. Просто мы о некоторых уже забыли, о некоторых уже не помнят, но они о нас помнят. Ну, Последствия это наших да, решений. и это, чтобы это понять, нужно для начала понять первопричину всего этого, ну, вот этих ситуаций в жизни. Потому что, как Мгм. правило, людям такие ситуации кажутся, что мир безжалостен, несправедлив, а на самом деле все логично и справедливо. Ну да. Все логично, ты знаешь, прям до запятой. Вот иногда прям вот оно прям ощущается, как вот события формируются, понимаешь, в течение дня или там в течение. Они фактически всегда формируются и, вот, я не знаю, как на магнитную ленту записывают. Поэтому если вам кажется, что вы можете что-то сделать такое, никто вас не увидел, и это прекрасно, например, ну, вы что-то сделали или не сделали. Кстати, вот не действие, то есть это тоже поступок, понимаешь? Вот такой вот, когда ты мог оказать человеку помощь, но не оказал. Когда ты мог что-то сделать для человека, но не сделал, на самом деле тоже поступок. Вроде, казалось бы, я ничего не сделал, я не производил какого-то возмущения, но если я прошел мимо, это на самом деле тоже поступок, который будет иметь свои, ну, так или иначе, какие-то определенные информационные последствия. Тогда вот сразу вопрос, да, есть такая поговорка, что если человек не просит у тебя помощи, то не нужно навязываться и, ну, догонять и причинять добро, да, так называемое. А вот Ну, как тогда понять, а, опять же, наверное, слушать себя, да, сейчас ты сейчас скажешь. да, но Ну, то ты же есть, можешь, понимаешь, я пользуюсь всегда золотым правилом: положить это на пенек и отойти. Если вот как бы я кладу добро на пенек, если я озвучил, что чем и как я могу помочь человеку, если он, собственно, ну, ему это важно и актуально, и он когда-то к этому придет, он может этим воспользоваться. Нет, оно, собственно, так полежит, и мы разойдемся. По сути, я и записываю это видео, наверное, что-то, вот один из мотивов, потому что понятно, что я сейчас не побегу со своими вот этими, знаешь, такими информационными открытиями к родителям девочки, ну, потому что это будет как-то выглядеть, наверное, очень своеобразно. Но я из опыта, из уже случившегося у меня опыта разного, в том числе личного и клиентского, могу сказать, что вот такие ситуации, которые вообще никак не разворачиваются, ты прям чувствуешь, как информационное поле застыло около человека. И оно не двигается, нет никаких, понимаешь, подвижек в том вопросе, который тебя волнует, интересует, вообще всячески очень серьезно влияет на твою жизнь. Надо разворачивать человека именно к той части его информационной истории, с которой вот, ну, откуда, собственно, все причины пошли. То есть фактически надо работать, понимаешь, не с сегодняшней ситуацией, а вот с тем, что лежало в основании. То есть есть какие-то причины, ну, я помню, у меня есть примеры, где я просила, например, там, клиентку просить, например, прощения у собственного сына, хотя в этой жизни у нее есть только дочь.
Вот, и когда она, значит, ей было так удивительно, но когда она это сделала, у нее прошла жалость, какая-то необъяснимая, знаешь, жалость к сегодняшнему молодому человеку, с которым ее связывали очень деструктивные отношения, она никак не могла его выгнать. Ну, просто взять и выгнать, понимаете? А вот она говорит, все время я пытаюсь что-то с ним сделать, а он вот эти вот такие несчастные глаза стоят передо мной, и я, значит, не могу это ничего сделать. И когда мы с ней работали, я прям увидела, что это, ну, как бы их связывает некая информационная история о том, что это не ее молодой человек, а вот на сегодня это ее сын, которого она там, ну, что-то, какая-то такая достаточно печальная история их уже связывала. И вот мы сначала разворачивали историю в том, что она просила у него прощения, потом, конечно, там всплыли еще и еще и еще подводные камни, но в результате вот их как-то деструктивные отношения, они прекратили свое существование, по крайней мере, в такой активной фазе. Вот. Чему, собственно, я думаю, она была очень рада, потому что у нее ранее никак не получалось вот именно поставить точку. Вот. Это, конечно, Мгм. выглядит все Интересно. очень, знаешь, так странно и непонятно, но по мне, так если это работает для психики, если это более того Мгм. приносит какие-то, знаешь, ощутимые результаты, которые можно пощупать в собственной жизни, то это вот как бы очень даже имеет место быть, и почему бы, собственно, и нет. Не важно, что, например, сегодняшняя академическая наука какие-то вещи отрицает. Она многие вещи отрицала очень давно. Не знаю, отрицала когда-то, что Земля круглая. Вот. Ну, с точки зрения, ну, доказуемости, на самом деле сейчас уже очень много методик, как я понимаю, психологических, которые там, те же расстановки, которые кажутся какими-то, чем-то каким-то необычайным, хотя на самом деле все это работает с точки зрения психологии. Вот, слушай, у меня вот возник такой вопрос. А как вот, если человек в этой жизни не проживал, да, определенные эмоции, да, но при этом из прошлых, например, жизней, да, она как-то его, ну, зациклился на какой-то эмоции, вот на той же жалости, да, как ему снова прожить правильно, да, ну, он же как бы возвращаясь в эту ситуацию, но проживает ее снова, да, грубо говоря, и по-новому только правильное поведение моделирует, или Ну, нет? тут вопрос в мотивации, понимаешь? Вот конкретно в этом случае как бы загвоздка была в том, что человек именно так проявлял, ну, то есть проявлял любовь, любовь через жалость. А любовь на самом деле можно по-разному проявлять. И на самом деле, когда ты перестаешь жалеть человека, это тоже одна из форм любви. Когда ты доверяешь ему, понимаешь, что он уже взрослый, большой, он сам совсем справится. Это тоже любовь. И еще очень даже какая любовь. Ну, это такое некое осознание у человека должно прийти, Мгм. что любовь можно по-разному проявлять, ну, то есть на уровне подсознания, что ли, сказать. Мгм. Ну, собственно, да, потому что, ну, вот вообще любая вот эта вот работа, любая профессиональная работа с психикой — это, по сути, ты являешься человеком, который, сопровождает человека в его путешествии внутрь себя, и ты просто грамотно и интересно задаешь вопросы так, чтобы человек посмотрел на ситуацию, с непривычного для него угла. По сути, у него именно результативная работа — это когда у человека самого внутри рождается инсайт. Мгм. Ну, то есть как хороший следователь. Да. Хороший, знаешь, хороший психолог, он никогда не знает второго вопроса. Для меня это тоже всегда очень такой живой, интересный процесс, что куда выйдет и что из этого выйдет, и что из этого получится. Потому что ты действительно, ну, вот он живой прям внутри, прям в процессе, потому что ты не знаешь, как бы, заранее не знаешь, что там на самом деле. Мгм. Слушай, ну давай вернемся к нашей теме сегодняшней, безразличия. Вот, как я понимаю, первопричины вот такого состояния человека, они могут быть разные. То есть здесь уже не определишь, да, здесь уже мы копаем и определяем первопричину. А вот ну, вторая, да, история. Ам, вот человек, который испытывает вот это безразличие, что с ним вообще происходит на энергетическом плане? Слушай, ну он как бы не как бы, собственно, непосредственно теряет связь с миром. Он там обрастает каким-то коконом, который действительно его прям фактически отрезает от мира. И, собственно, то и происходит, что и происходит, помимо того, что
он проживает, например, какие-то последствия своих ранних решений, а во вторую очередь как бы пространство пытается начать с ним заново взаимодействовать путем, на самом деле, причинения ему какого-то дискомфорта, потому что если человек счастлив, да, а он и так уже в неком безразличии, в неком коконе, в некой заботе исключительно только о себе или о своих, максимум о своих близких и о своих родных, то на все остальное как бы человечество ему, по сути дела, очень даже так далеко. И он как бы, и пространство как бы пытается, понимаешь, научиться с ним заново, вовлечь его во взаимодействие. И когда человеку плохо, он действительно, там, сталкивается с какой-то кризисной ситуацией, он же начинает искать помощи. Вот. Находит он ее или не находит, а потом он начинает, в процессе, вот у него открывается что-то связанное с сочувствием, сопереживанием. Он, если сам решает для себя эту проблему, он во многих случаях начинает помогать таким же. То есть он как человек, который пережил какой-то кризис, начинает в общем, делиться своими открытиями. Если у него не получается решить свою проблему, он фактически иногда заглушает, тоже, понимаешь, находит для себя терапевтический эффект, когда начинает помогать другим людям. То есть фактически путем причинения такого чудовищного дискомфорта пытается, знаешь, восстановить диалог между миром и вот этим человеком, который окутан каким-то практически коконом какого-то безразличия. Слушай, а вот ты же видишь, не у всех, но у многих людей эту энергетику. Много вообще таких людей с безразличием. Оно вообще как-то энергетически, вот это, кокон этот отличается, например, там, от той же обиды, Такой, в принципе? не такой фундаментальный, знаешь, как обида, он такой побледнее, вот, такой бледно, я бы сказала, что он бледно-серый, какой похож немножко на стеклянный. Но смысл в том, что их действительно много, отчасти потому, что человеку кажется, что мир нелогичен, что мир жесток. Вот у всех, например, такая мама, а у меня вот такая. Вот, или там у всех вот такая, вот, например, почему я столкнулся с той или иной ситуацией, которая весьма тяжелая, критичная. Или такая. Это нелогично, это кажется как бы жестоким и непонятным. Но в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев эта ситуация всегда имеет первопричину, и первопричина это именно твои личные уже выборы, твои личные решения, которые ты когда-то сделал. Ну, вообще, кстати, такой вопрос. Вот именно сегодняшний мир, он такой достаточно жестокий, и часто люди попадают, особенно в детстве человек может попасть в школе там, да, или в садике там, попасть в ситуацию, когда, например, открытый какой-то ребенок, он может, просто закрыться. Ну, это как и инстинктивно, да, инстинктивно в Мгм. детстве закрыться. Ну, это же как бы на уровне инстинктов может происходить, потому что, тебя, например, обижают, и ты закрываешься. Мгм. Вполне, Да, вполне логично. это логично, но понимаешь, штука в том, что ты как будто должен научиться сначала закрываться, а потом должен научиться переработать эту ситуацию и понять, что, собственно, дело-то не в мире на самом деле, вообще не в мире, а дело в конкретных людях. И если тебе не повезло с конкретными людьми, это еще не значит, что весь мир плохой. То есть, а это действительно большая, я же не говорю, что это так просто, это большая работа. Потому что действительно травматические вот эти последствия, они часто очень имеют такое серьезное последствие. Слушай, Ты вот его прервалось понял? что-то. Да, Да. немножко прервалось. Слушай, последнее, что я услышал, это, не знаю, наверное, зрители тоже, а, это большая работа, ты говорила, то есть Да, это большая работа, с понимаешь? безразличием. Все-таки прийти от защитных механизмов к пониманию, что сам мир сам по себе не такой, он не хочет тебе зла, он не причиняет, то есть у него нет задачи, вот у этой энергии, которая везде вокруг тебя, нет задачи причинить боль. И просто если как бы встречаются такие люди, это не говорит о том, что мир, понимаешь, вот такой есть. Это говорит о том, Мгм. что тебе вот на определенном этапе встретились такие люди. В этом есть какая-то причина, в этом есть необходимость, в этом есть, не знаю, какая-то, что-то в этом есть какая-то логика, и поэтому обязательно есть какая-то причинно-следственная связь, и э, ты должен, как некая информационная структура, получить был определенный опыт, но
вот важно действительно перейти от этой мысли, понимаешь, что если вот как бы меня обидели, я сейчас закроюсь, потому что все вокруг такие, вот, к мысли, что как бы все вокруг не такие, мир вообще в принципе разный, а, по большому счету мир сам по себе как таковой, как некая энергия, про которую я много говорю, которая вот практически ее можно везде чувствовать и ощущать. Мы с тобой говорили как раз об этом, о состоянии Мгм. потока, о том, как быть вот как-то в контакте, понимаешь, что ты... А она сама по себе нейтральная, она абсолютно не хочет там причинить тебе боль. Мгм. Вот у меня еще один такой вопросик интересный возник. Смотри, вот ты как эксперт по детской психологии, мне ответь, пожалуйста. Вот обычно травмы такие, в том числе и травма безразличия, да, Мгм. которые возникают в детстве. И, ну, потому что психика еще не сформировалась, она не подготовлена и так далее. И нет такого, ну, сознание не так сильно проявлено, не так сильно развито, и возникают вот такие ситуации. Так вот, вопрос в чем? Можно ли заниматься терапией с детьми и эффективно? Есть ли какие-то эффективные методики, да, вот именно чтобы с этой ситуацией справиться в детстве? То есть мы, когда родители, например, видят, что ребенок закрылся, то он был то проактивный, общительный так, и так далее, и в какой-то момент произошел какой-то перелом. Вот можно ли что-то с этим сделать? Ну, с детьми на самом деле даже проще работать. Ты же можешь как бы... Ну, есть техники рисунков, есть техники сказкотерапии. Ребенок на самом деле, если ты ему предложишь ему что-то нафантазировать или что-то предположить, он гораздо проще идет на контакт. Вот. И это если это важно. А иногда просто действительно там ребенок чего-то пугается или как-то у него есть, даже есть ощущения, которые он помнит. Ну, я имею в виду в каком-то таком, знаешь, детстве. Конечно, я например, предпочитаю работать все-таки уже с подростками. Ну, там, без Мгм. 12-15. Но, в принципе, есть масса техник для работы именно с маленькими детьми. И, по сути, если мы говорим о каком-то расширении, значит, сознания, о представлении себя чем-то большим, чем вот конкретный там маленький Петя или Саша, то дети гораздо проще, на самом деле, идут на контакт в этой части. То есть, ну, у них нет меньше шаблонов, поэтому и они как-то более сразу быстрее открываются, быстрее, да? Ну да, им вообще достаточно просто себя представить, кем, кем-то, кем они не являются, ну, Мгм. определенным героем, понимаешь, любимым там мультиком каким-то или что-то такое. Интересно. Ну, то есть, если, например, родители замечают какое-то отклонение, да, ну, в поведении ребенка кардинальное, то, в принципе, можно поработать с психологом, и чтобы ребенок поработал с психологом, и это даже будет проще нивелировать в детстве, нежели ждать там какого-то уже зрелого возраста, Ну, когда уже все хороший это по это накопительной пойдет. личный хороший пример, на самом деле. Я, правда, его еще не решила, потому что мой племянник, ну, как говорят иностранцы, племянник по закону, то есть племянник моего мужа, не ест зелень вообще категорически. Ему сейчас лет 15, ну, 14-15. Просто. Это дошло до той степени, что это возымело какие-то достаточно серьезные последствия там, желудочно-кишечного тракта. Его даже немножко... Мгм. Почему немножко госпитализировали? Ну, он там пару дней полежал. Вот. И я прям увидела вместо сегодняшнего племянника посла, посла и его сына. Посла, значит, Австрийской империи, который вместе со всей семьей был отравлен. Вот я так Мгм. смотрю. А сегодняшние родственники, значит, над племянником говорят, ну, уже всячески, иногда в шутку и не в шутку, не будешь есть зелень, они ему угрожают. Я так на это смотрю. Понятно, что я сейчас не пойду и не буду говорить ему что про посла Австрийской империи, понимаешь? Вот. Но заронить в голову взрослых людей, что если ребенок не ест зелень, причем до такой степени, что он просто, ну, ему 15 лет, а он говорит, что ему страшно и как-то непонятно, а вот там жуки, пауки, и вообще ему страшно есть зелень, что в этом есть какая-то, и в этом есть какая-то логика, в этом есть какое-то объяснение.
И это просто какой-то страх, с которым можно работать. Не обязательно, знаешь, ковыряться до, до послов Австрийской империи, но можно как бы просто снизить симптоматику хотя бы, чтобы ребенок, ну просто, ну хотя бы изредка ел зелень. А он, в принципе, не ест никакую клетчатку. Мгм. Ну, то есть не овощи он тоже не ест, да? Или овощи ест? Нет, он ест А только вообще не. мучное, что-то там еще мучное, сухарики, блинчики, понимаешь? Но никто Мгм. особо этому не придавал значения. Современные дети в этом возрасте часто, знаешь, это сухарики Мгм. предпочитают. Ну, плюс пока вот это не приобрело какие-то критические обороты. Вот, поэтому, да, я думаю, что с этим можно и нужно работать, естественно, когда там какой-то запрос возникнет, и в той мере, в которой, понимаешь, ну, просто ребенку станет легче. Мгм. Слушай, интересный пример. Ну Вообще да, вот, особенно учитывая того, что посол Австрийской империи и вся его семья были отравлены как раз то ли фасолью, то ли бобами, то ли чего-то таким. вообще, конечно, Я к тому, что вот, интере понимаешь, классическая история про то, что они сейчас его запугивают, как бы не ешь, тебе будет плохо, а тебе и так уже было плохо, Мгм. тебя отвезли как бы в больницу, она только усугубляет на самом деле весь процесс. Мгм. Интересно вообще. Слушай, а вот, безразличие, да, если вот оно очень длительное, могут быть, какие вообще последствия могут быть? Слушай, ну, по сути То есть вот дела, полжизни человек безразличен к миру, например. Хорошо, если эти последствия, не знаю, мир будет пытаться достучаться к нему уже в этой жизни, там что-то будет с ним происходить, что ему будет необходимо, знаешь, вылезти из своего кокона и все-таки наладить связи. Ну, там будут рушиться вот эти вот его связи. Ну, будет происходить все ровно то, чтобы он все-таки вылез, понимаешь? Он может, ну, вот что-то происходить с его связями, с его финансовой устойчивостью, чтобы вот как-то, ну, прямо вынудить человека, потому что на самом деле, ну, если ты помнишь классическое такое состояние, счастливый человек, он ленивый человек. Ну, по сути своей. По сути Мгм, своей это мгм. так. Человек часто обучается только тогда, когда его, ну, не знаю, когда уже петух там клюнул, куда-то там клюнул. Я просто не буду Мгм. озвучивать, да. Это естественный процесс. И обучаться, понимаешь, когда тебе комфортно, хорошо и просто расти из комфортного состояния, это, может быть, кто-то умеет, действительно кто-то умеет, но я думаю, что а, ну, среди современных людей это достаточно мало, кто делает и кто практикует. Не, ну в любом случае, даже те, кто практикует, они, какой-то, какие-то, ну, грубо говоря, аскезы, да, ну, так называемые, восточной психологии, ну, аскетичное какое-то поведение Мгм. проявляют, то есть там, я не знаю, там зарядка там с утра, там ранний подъем там и так далее. То есть какие-то ограничения, самоограничения, грубо говоря, да? Да, да, это да. А если как бы тебе показалось, что ты, знаешь, в этой жизни прожил прекрасно, там, не знаю, что-то у кого-то плохо случилось, а тебе, ну, как бы, тебе за это не предъявили, то это человек как бы вот, ну, и мы как раз на самом деле, мы просто во многих случаях не знаем, что мы наблюдаем те самые вот как бы последствия ранних решений. Ну, как в этом, например, случае, с чего я начала, да, вот с видео. Нам кажется, что это ужасно, что это катастрофично, и вот родители, они действительно, ну, в данный момент они, ну, они несчастные, но они же не просто, они не только жертвы, они, ну, вот, в своей большой информационной истории они абсолютно не только жертвы. И они жертвы только вот на сегодняшний взгляд. У них есть собственная большая информационная история, где они все это уже заложили, где они фактически Мгм. уже все свои выборы и решения совершили, они сейчас проживают только их последствия собственных решений. Никто, понимаешь, ну вот, никто, кроме них, не является инициатором всего, что с ними происходит. Слушай, у меня вот такой вопрос возник вот, по поводу истории, да, вот именно той семьи. Вообще, есть же информационное поле человека, а есть вот некий такой так называемый родовой эгрегор. И есть ли такое понятие, как информационное поле, ну, целого рода, например, или семьи?
Есть, но я, ты знаешь, особо туда не, ну, как-то не люблю не то чтобы лазить, а просто я Мгм. понимаю, что это вопрос резонанса, что ты как бы со своей информационной историей никогда не придешь в ту родовую структуру, которая тебе как-то не резонирует или которая тебе Мгм. так или иначе необходима для чего-то. То есть ты приходишь именно туда, куда ты должен прийти. Мгм. Ну, вообще, вот, ну, мне пришло по вот эта тема очень интересно. Есть вот это и общее информационное поле, например, разных людей, да. Мгм. И вот если один человек идет к духовному росту, а другие, например, наоборот, деградируют, они же на него тоже как-то, ну, информационно влияют, так как есть какое-то общее пространство информационное. Ты имеешь в виду, это как какая-то средняя температура по больнице? Да, да. Ну, она есть, но я думаю, что тут вопрос, понимаешь, жизнеспособности эгрегора в таком случае. Вот. Мне кажется, что перевесит. Если в том, который кто стремится, понимаешь, он будет обрастать какими-то новыми связями и какими-то такими, знаешь, потрясающими новыми членами рода, которые тоже будут куда-то стремиться, то в этом есть будущее. А если общая какая-то масса перевесит, то, наверное, то это уж тогда вопрос к тому человеку, собственно, почему он, в чем смысл того, что он выбрал такой род и зачем он это сделал. Ну, в смысле, если мы говорим о Мгм, действительно мгм, какой-то информационной истории. мгм. Интересно. А, ну, как я понимаю, вот безразличие, если оно особенно долго длится, то оно, в принципе, на любую сферу деятельности может, ну, как ты сказала, да, повлиять именно там на работу, там на карьеру, там на здоровье, наверное, да, тоже оно может повлиять. Потому что оно как бы отрезает тебя от мира, и ты можешь, конечно, продвинуться, собственно, на собственном энтузиазме ты можешь продвинуться куда угодно, на собственной энергетике. Но, как Мгм, правило, это такая недолговечная история, тебя надолго не хватит, если ты все время как будто, ну, не в попутном, знаешь, направлении со всем окружающим миром, а все время как-то тебе надо прикладывать усилия, чтобы продвинуться вперед. мгм. Слушай, а вот я не закончил тот вот вопрос, еще вторая составляющая. Часто люди говорят такую поговорку, да, что э, судьба отыграется на твоих детях, да, например. Ну, то есть, когда дети платят за ошибки родителей, вот как это с точки зрения энергетики, вот в чем здесь смысл? Есть ли такое вообще, что вот, например, есть люди, которые, ну, вообще вот есть люди, у которых его пространство мгновенно реагирует на какие-то его, например, негативные или позитивные действия, да, а есть люди, которые очень много, долго и непрерывно могут заниматься, вырабатывать какие-то негативные эмоции, быть безразличным, но при этом в их жизни ничего не происходит, но потом рождаются дети, и что-то происходит с детьми, например. То есть как вот это вот Это пространство как-то какой-то, это проявляет? про запас прочности. Ну, я так называю это про запас прочности. У тебя есть какой-то, знаешь, ну, не знаю, бэкграунд, прекрасный бэкграунд. И Мгм. вот ты пока его не исчерпаешь, ты можешь на самом деле творить, там, не знаю, всё что угодно. Есть младенцы по утрам. Ну, вот у тебя есть что-то Мгм. такое, много хорошего где-то там лежит, и ты как-то вот оно, ну, пока ты не придешь к этому балансу, пока ты не перешагнешь некую точку X, ты на самом деле можешь себе это все позволить. Возможно, и это создает какое-то ощущение безнаказанности. Вопрос у детей, я думаю, тут не так все печально и вроде как бы несправедливо, как кажется, потому что тот же самый определенный ребенок, я думаю, когда он приходит в определенный род, он все-таки не зря, знаешь, резонирует именно с этим родом. То есть нельзя сказать, что вот с ним случилась такая пакость, просто потому что у него такие, ну, там, скажем, неосознанные родители. Это все-таки это всегда совместная история. Ну, то есть это скорее урок некий такой будет для родителей, которые ничего не понимали, и теперь дети им Да, это, показывают, понимаешь, это же вот, резонируют. да, когда ты, если ты когда-нибудь читал комментарии, я думаю, все мы читали комментарии там в социальных сетях, какие-то такие осуждающие, или там, я никогда вот это, я вот никогда там, как можно там, как можно а, потерять, я помню, искала у меня
муж мой бывший куртку потерял, куртку, ну правда куртку. Мгм. Как можно, ну куртка же это ж крупная вещь. Я один раз написала в паблике, может кто видел, но он в электричке спал, проснулся, вышел и ушел. Мгм. Как можно потерять куртку? Я никогда не теряю, я никогда вот, ну и много-много таких вещей. Там. Как можно там, например, выйти замуж за такого человека, за такого. То есть, когда ты все время говоришь вот это, знаешь, оно как будто тебя потом развернет туда же, лицом прям туда. То есть ты можешь и куртку, не только куртку потерять, а какой-нибудь большой мешочек, чтобы ты мог понять, что в принципе такие истории случаются. Мгм. Ну, это такое, это, по-моему, ты в каком-то из эфиров говорила про категоричное мышление, да, как раз? Мгм. Мгм. Ну да, категоричное мышление, оно как раз, знаешь, оно и создает вот эти вот потом категоричные твои поступки. А категоричные поступки, по сути, они потом и влечут за собой достаточно категоричные и конкретные последствия. Мгм. А таким образом, вот как, почему, пространство так реагирует? Вот, на вот эти вот категоричные действия, там, суждения, да, но они же могут быть и какие-то, ну, не негативные, а обычные. То есть, например, в принципе, например, я не помнишь, ты как-то говорила, женщина, она говорила, что я никогда, там не буду, в отношениях, замужним мужчиной. Ну, это Жена же как женатым. с точки да, ой, женатым мужчиной. Ну, просто потому что ты же как бы само вот это вот, знаешь, это оно предполагает осуждение. Во-первых, оно предполагает осуждение всех остальных, кто так делает. А это как бы тоже не есть. Ну, энергетически не есть хорошо. А во-вторых, ты даже формулируешь, понимаешь, свою энергию, свой вопрос не просто там вокруг какого-то мужчины, вокруг какого бы ты хотел, а твоя энергия крутится вокруг вопроса, женат человек или не женат, понимаешь? То есть ты как будто всех остальных в твоем воле нет, потому что ты сначала должна отсеять их на то, что они как бы, ну, состоят они в браке или не состоят. И плюс любое категоричное вот подобное мышление, оно как бы, ну, человек ходит по каким-то одним стандартным коридорам жизни, понимаешь? А их же Мгм. всегда много, пространства вообще много вариантов. Все, что существует, много вариантов. Все, что, может быть, все, что угодно. Понимаешь, и оно пытается тебе показать, что может быть все, что угодно. Могут быть собственно, и показывает тебе потом такие ситуации, что могут складываться такие ситуации, где ты так или иначе, по каким-то непонятным причинам вступишь в отношения с женатым человеком. Потому что, ну, ты же не можешь предусмотреть все эти варианты никогда, понимаешь? Может быть, ты не будешь знать, что он женат, там, или я не знаю, там, он останется единственным мужчиной на земле. То есть оно фактически пытается просто расшевелить твое вот это вот закостенелое Мгм. ну, какое-то умозаключение, чтобы научить тебя взаимодействовать с другой частью мира. И это же не говорит о том, что надо сейчас Мгм. бежать и вот обязательно это. Это просто ты как бы допускаешь, что этот мир, что эта часть, этот мир существует, что есть кто-то, кто себе это позволяет. И все как бы. А ты можешь себе Мгм. это... Ну, то есть ты допускаешь, что оно существует, а вот позволяешь ты себе или не позволяешь, это уже, собственно, твой выбор. Но именно твой выбор, а за другими ты оставляешь право другого, ну, право Мгм. их собственного выбора. То есть пространство показывает всю свою многогранность, да, и учит, наверное, принятию, что ты принимаешь как бы, То есть принятие — это же такая штука, которая действительно энергетически очень, она прям вот позволяет тебе взаимодействовать с этим миром. Позволяет тебе на самом деле жить, как будто ты, знаешь, живешь в живом комиксе, потому что ты можешь, ты прям начинаешь чувствовать это пространство, ты начинаешь понимать, не знаю, ну, когда тебе вызвать такси, когда тебе его вызвать лучше, дешевле и проще, не знаю, как тебе... Опять пропал? Видимо, это. Наверное, пора закругляться.
В общем, Да, принятие, слушай, да, у про нас второй принятие, раз давай. уже, да, первый раз Да, такое. давай, наверное, пора, знаешь, какое-то это, вернуться все-таки. Давай я сейчас скажу пару слов про принятие. Оно позволяет Мгм. тебе, ну, быть в контакте с реальностью, непосредственно с живой реальностью. Ну, от каких-то мелочей, понимаешь, понимать, чувствовать, прям ощущать, когда тебе там идти куда-то или не идти куда-то, когда тебе вызывать такси или не вызывать такси, идти тебе сегодня там, ну, вот, как тебе идти сегодня на встречу, там, например, или вот там, что что предпочесть, а что не предпочесть. Как-то помогает тебе, на самом деле, в каждом твоем выборе. Когда ты, максимально принимаешь то, что в этом мире может быть все что угодно. Может быть-то всё что угодно, но я делаю свои выборы согласно, как бы, собственным внутренним, а, ощущениям, установкам. Но я не отрицаю, что, как бы, а, если кто-то делает какие-то другие выборы, я как бы их не осуждаю, я не отрицаю, что есть только те выборы, которые мне как бы приятны. Мгм. Ну да, принятие — это великая сила. Это про гармонию как раз с миром, наверное, да, больше? То есть Да, но это, наверное, немножко, да, немножко другая тема, но они связаны. Вот, потому что, как бы, когда ты в таком безразличии, это как-то не то чтобы при отсутствии принятия, это про то, что ты принимаешь какую-то безразличие, это про то, что ты принимаешь только какую-то маленькую часть мира, а вся остальная тебе безразлична. мгм, интересно. Знаешь, как это, мне кажется, безразличие бывает еще такое временное, как некий шаг к принятию. Ну, то есть, когда случается какая-то ситуация, да, и ты не можешь ее никак решить, и ты в ней очень долго, например, находишься, и тебе уже, ну, первый такой этап, как бы некий такой, тебе уже становится безразлично. Ну, такой Ну, тут же некий... вопрос, как бы, тут вопрос мотивации. Здесь у тебя просто внутренняя динамика. А если ты знаешь, что последствием твоих решений будет, ну, определенных решений или определенных действий будет то, что, ну, например, кто-то там, не знаю, будет страдать, или кто-то там, не знаю, у кого-то будут какие-то определенные сложности, и ты на это сознательно как бы идешь, то это совсем другая история. Ну да, точно. Так, ну, мы с тобой уже там, так это как-то быстро мы обсудили, да, вот тему безразличия. А, Я не знаю, практики, наверное, сейчас уже не будем никакие делать. Да, ну и потом сегодня, знаешь, сегодня, как бы, по сути-то, если проводить практику, она будет объемная, ну, а это Мгм. как бы не в этом формате. Я Мгм. просто не знаю, если или у тебя есть финальный вопрос, или я как-то ты хочешь, чтобы я подытожила? Ну да, ты можешь подытожить вообще, ну, вот на тему безразличия, основные моменты, да, основные, может быть, какой-то совет, я не знаю, зрителям. Если кто-то сейчас находится в состоянии безразличия, но он вряд ли, наверное, попал на этот эфир, но вдруг, э, когда он перейдет из стадии безразличия к стадии попытки выйти из этого состояния, он наткнется на это видео, и ты услышит тебя, и какой-то дельный совет у него возникнет, сайт какой-то. Мгм. Я хочу сказать, чтобы просто, знаешь, какой-то большой совет, это в том, чтобы мы все-таки осознанно пытались относиться к тому, что с нами происходит. Вот. Потому что если мы говорим с какой-то такой историей, с которой мы уже столкнулись, понятно, что мы с ней будем работать. А потому что чтобы в будущем не столкнуться с безразличием, мы должны как-то, знаешь, а, понимать, понимать последствия своих действий, понимать, что мы вообще делаем. Потому что если нам кажется, что мир к нам безразличен, поверьте, вам только кажется. Ну, или он безразличен, или в нем нет какой-то логики, понимаешь? В нем нет каких-то последствий. В нем всегда есть причинно-следственные и последственные связи. Я немножко заговорилась. Вот, и поэтому важно, очень важно как-то осознанно относиться к своим действиям, понимать, какие последствия несут собственные действия. И, собственно, один из критериев взросления — это уметь работать, уметь работать и нести ответственность за свои действия. Потому что один из этапов безразличия — это типа, ну вот как-то я сделал, как сделал, а там, ну как получилось, так получилось. Ну уж извините, как бы. Мгм. А Вот. что ты вот посоветуешь вот зрителям, которые используют безразличие как защиту?
То есть им страшно вот проживать эти эмоции. Ну, мир же, он такой на нашей планете многогранный, и каждую эмоцию нужно гармонично прожить, каждую ситуацию нужно гармонично прожить, а Вообще, ситуации на бывают очень самом сложные. деле, ага, всё зависит от того, насколько, как бы, ну, если вот прям совсем, знаешь, ресурса нет, ну, например, Мгм. или ничего не, ну, вот как бы он живет в своем безразличии и живет, скорее всего, он даже не наткнется на это ведь. Первое, что, как бы, это вопрос, если это вас уже беспокоит, это есть хорошо. Ну, в смысле, потому что, как бы, если не беспокоит, то мы с вами даже и не поговорим об этом. Вот. Надо найти ресурсы для перемен, для того, чтобы, ну, вот как-то, если хочется избавиться вот от ощущения, что ты в каком-то вакууме, а, то надо найти для этого ресурс. Возможно, вспомнить, когда было что-то, и когда что-то такое, что было не безразлично. Вот, где потерялось, это, как бы, где потерялся этот интерес, понимаешь? Когда возникло это чувство безразличия? Попытаться, как бы, самому опуститься, вот, ну, поискать причину. Вот, и, возможно, даже на самом деле, если так, немножко быстренько попытаться найти ответ или, наоборот, углубиться, например, вечером перед сном, то человек может самостоятельно найти какие-то для себя ответы. В чем причина, например, такого состояния, что человеку все вот безразлично. Ну, здесь мы не говорим, кстати, о клинической депрессии, когда речь идет о биохимии мозга. Это совсем другая история. Это тоже бывает. И это надо тогда уже, знаешь, отследить еще дополнительную симптоматику. Если она такая есть, то действительно человеку еще нужна какая-то медикаментозная помощь, чтобы просто справиться с биохимией мозга. Ну, это совсем, другая тема для разговора. И, в принципе, я вообще не психиатр, чтобы, знаешь, разбираться в клинической депрессии. Вот. Мы здесь просто в сегодняшнем эфире говорили о последствиях, об информационных последствиях безразличия. Так вот, чтобы с ними не сталкиваться в наименьшем, знаешь, количестве, надо все-таки как-то осознанно подходить к своим поступкам и к последствиям своих поступков. Мгм. Интересно. А вот и, ну, такой заключающий вопрос. Если человек все-таки, вот это нельзя, это, наверное, такое состояние человека нельзя назвать безразличием, когда вот очень много всего, каких-то сложных ситуаций происходит, нужно переживать какие-то сложные эмоции. И есть люди, которые очень эмоционально сильно проживают, а есть люди, Мгм. которые закрываются. Да, это такая, это, наверное, не безразличие, да, это вот, то есть человек, чтобы прожить определенный момент своей жизни, он неким образом закрывается, чтобы сохранить свой ресурс. Это Ну, как это это. да, это проживание кризисных, стрессовых, историй, оно действительно может быть и может быть таковой. Другое дело, чтобы это, знаешь, не, там, не знаю, не становилось частью тебя или не становилось М, большой, как бы, большой привычкой. Ну, то есть, например, м, стрессовые ситуации давно прошли, а ты до сих пор остался. Понятно, что, как бы, если стресс был большой, нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. И это может быть и год, и 2, и, ну, нужно туда идти, понимаешь? Нужно потихонечку, потихонечку, не знаю, там, начинать хотя бы если тебе совсем не хочется ничего, никуда выходить и ничего делать, хотя бы с каких-то прогулок, не знаю, каждое утро. Вот. Но это мы с тобой уже более опустили, знаешь, такое физиологические причины безразличия, которые тоже Да, бывают. да, ну да, я тут просто хотел немножко разграничить. То есть безразличие это все-таки такая достаточно длительная с точки зрения жизни по времени состояние. Такое, знаешь, ну и вообще это объемная история, объемная. Мгм. Если действительно вас беспокоит какая-то уже такая, знаешь, история больше связана с физиологией, то это, скорее всего, больше вообще либо к клиническому психологу, либо к психиатру. Вот. Мгм. Потому что это когда такое безразличие, когда тебе уже, ну, тебе вот, не знаю, не хочется лишний раз даже с кровати вставать, потому что тебе там, ну, ты чувствуешь вот эту усталость. Это как раз, там, усталость лишний раз, там, сходить куда-то, встать, не знаю, там, все, что касается предметов личной гигиены. Это вот как раз именно, вопрос клинической, может быть, одним из симптомов клинической депрессии. Это совсем другая история. Мгм. В этом видео мы с тобой говорили про
информационные последствия безразличия, безразличия к собственным действиям и его последствиям. Мгм. Ну да, это уже больше к восстановлению физиологии, да, для начала человека. Мгм. Мгм. Ну да, ну, в принципе, я думаю, что мы сегодня все уже обсудили достаточно глубоко и Да. интересно, так Как что, всегда, все получилось объемно. Наташа, спасибо тебе за ответы. Мгм. Спасибо, ну, зрителям, которые смотрели наш эфир. Просьба задавать вопросы, Наталья обязательно на них ответит. И подписывайтесь на наш канал, заходите в наш телеграм-канал, там много интересной информации. Всем спасибо. Спасибо. Всё, Спасибо пока-пока. тебе за интересную Пока-пока.